Паша, почему тебе не дарят Volvo? Давай сегодня спросим. Раньше задавался этим вопросом, теперь уже перестал верить. Ну, надеюсь. А что еще хотел спросить? Ну. Помнишь, когда только появилась эта новая кабина, я сказал, что она мне не нравится, она мне до сих пор не нравится, если честно. А ты сказал, что мне надо посмотреть жизни. Да. До сих пор она тоже не понравилась, или? А я ее специально там сильно не гуглил, чтобы не привыкать к дизайну, потому что, знаешь, есть такая штука, типа новая тачка выходит, ты на нее смотришь, думаешь, какая-то шляпа полная. А потом ты ее чаще видишь, и потом ты такой думаешь, о, прикольный дизайн. Чтобы вот такой штуки у меня к этой Volvo не было, я поэтому не мониторил, и я тебе не отвечу на твой вопрос. Да, побывали, слушай, на презентации Volvo в Риге, которая проходила. То есть с большим опозданием грузовики в Латвию приехали. По сравнению там с другими странами. Началось все это с Греции. Тут только, получается, 14 мая грузовики добрались эти до нас. А сейчас уже июнь. И вроде бы надо было бы делать ролик такой специально, быстро, по горячим следам, типа, чтобы быть таким вот классным суперблогером, который самым первым на все реагирует. Но я не знаю, почему-то вот так не захотелось сделать. Мы просто интуитивно решили сделать паузу, специально ничего не записывать, не рассказывать про этот грузовик, типа, быстро, чтобы была возможность вообще, типа, понять, что произошло, потому что какая-то эта презентация, как будто бы и не презентация совсем. Я ожидал, не знаю, чудо с неба и пришельцев, что будут на презентации. У меня ощущение, знаешь, как это, иду смотреть невесту. Первая брачная будет? Ну, типа того, знаешь. Когда вышла вот эта кабина, которую мы сейчас используем, это был просто взрыв мозга на тот момент, когда я увидел старую кабину, как у нас сейчас, понимаешь? И я ожидал, что новая Volvo, она у меня вызовет такие же эмоции, что это будет что-то из космоса, понимаешь? На Volvo сколько я? Слушай, а на Volvo я родился, уже на Volvo сел. Больше 10, да? Ну, получается, да, по стечению обстоятельств как-то попал на грузовик, который просто хлоп. Я с ним уже хрен знает сколько лет. Ты на Евро 5 ездил? В таком, что прям типа сильно использовал, это два поколения. Евро 5 и Евро 6. Евро 6 в клипе была. Евро 5 на видео ни на каких типа не было задействовано, но Евро 5 я поюзал прям нормально. Евро 5 уже была офигенная тачка, но... Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Алексей, расскажите, что это такое? Volvo сегодня показывает новую кабину. Эта кабина уже выпускается сейчас. Мы уже, начиная с февраля, ее предлагаем. Что мы здесь видим? Новая решетка, новое лого. Перед немножко вперед. Это специально сделано, чтобы повысить эффективность, аэродинамику. Так, посмотрите, она теперь так вот смотрит, да, если... Ну, больше, это почти незаметно, да. Они как бы пишут, что на 24 сантиметра перед вынесен, да. Но если мы посмотрим, буквально маленький наклон. Но он вместе с стеклом, он смотрится, скажем так, сейчас аэродинамично. Если раньше был только уклон стекла... Я смотрю, и от зеркал тоже Volvo отказалась, да? Оно не отказалось. Но этого не было раньше. Раньше не было. Да, Только первые. они эти как раз с этой новой кабины. Так сейчас предлагается не только зеркала, но и камера. Поменена полностью решетка. Нижняя решетка, она стала больше. Она именно к раме. И специально сделана так, чтобы можно было посидеть. И даже есть место, куда можно поставить чашечку кофе. Со второй стороны тоже. А это обычная кабина? Эта кабина, получается, у нас Globetrotter, да, есть еще в гамме XL. Уменьшены все зазоры. А, и губа тоже, она как-то уходит Да. больше. Как они записали, до 5% уменьшит расход топлива. До 5%. До 5%. У спойлера. Раньше он такой вот был, да, как снизу? Да. То есть это тоже позволяет, Насколько? да. Вот видите, все эти маленькие изменения, да, над этим они думали, это все позволяет экономить. Обязательно будет система контроля давления колес. Она какая-то здесь другая. Она да? встроена внутри. Если раньше было снаружи, то сейчас Да. внутри диском. Радары, то есть с обоих сторон.
Да? Если раньше только было, уже давно Volvo предлагала с правой стороны, то теперь обязательно с обоих сторон. У нас еще что идет обязательно, это вот эта камера. Мы уже говорили, не знаю, я на тягаче большого смысла в этой камере, конечно, не вижу. То, что тут прицеп будет, правильно? Да, да. Да. Ну, может быть, это поможет перецепляться. Тебе Но это помогло бы это, обязательно, Ваш? видишь, для всех машин. Это получается и фургоны, Ну да. да, у них уже будут Нет, стоять. А там это история о том, что ввели закон, который как бы надо соблюдать. Очень сомнительная история, да. еще вот на этих камерах, там есть зум. А, Можно он подтягивается увеличивать, притягивать. Это все, вот эта вот сборка напоминает наши Volvo. 4 подушки, ресивер также зад вынесен. Ну, от Blueback, кстати, больше там, наверное, чем Да, у нас. одно идет как опция, есть 65 литров, Да. есть 99. Это 99, да, А в получается? последнее время идет вот опция, что люди берут с запасом Ну побольше. да. Вернусь к ощущениям, вернее, даже не то чтобы к ощущениям, а ожиданиям. Ожидания были такие, что я приеду, и мой мозг будет порван, сердце наполнится, не знаю, энергией космоса. И я захочу украсть этот грузовик прямо с презентации и уехать на нем куда-нибудь далеко. Захотелось, ну, типа, прокатиться на этой машине. Но прям так, чтобы уехать на ней куда-то прям далеко, вообще не захотелось. Как правильно сказать? Пацаны, нам нужны отели, Сейчас, погоди чуть-чуть. где можно шашлычка сделать, блин. Слушай, на эту 45-ку я отлично пристроился, сами видите у кого, у Паши Короля. И у Рудайса. Да, я хотел просто, пока вы смотрите этот ролик, такое небольшое объявление, просьбу такую по-братски сделать. Так как мы такая компания супер-пупер хорошая, мы все делаем правильно, у нас водители каждую 45-ку проводят в гостинице. Но для нас это большая проблема, потому что каждые выходные у нас с Артуром начинается головняк. Как найти по маршруту такую гостиницу, в которой рядом можно припарковать фуру. Поэтому, ребзя, которые там по Европе катаются, чисто по-братски прошу, сейчас майл появится, накидайте туда, пожалуйста, линков с гостишками и с местами, где рядом с гостишками можно припарковать И грузовик. где шашлык делают еще. Ну и где шашлык, это уже третий линком. Да. Отсылайте. По-братски. Так, на первый взгляд у нас кажется, что все осталось как было. Но все новшества мы увидим при езде. Увеличен обзор. Обзор увеличен. Да, увеличен обзор. Опять же, сразу заметно, нету зеркал. Есть телефон, да? Есть такой телефон, да, большой только. Ну, удобно зато, когда едешь, цифры набирать, чтобы позвонить. СМС читать. Так, заведем и тогда увидим, что это за телефон. Вот, мы даже можем не заводить, уже видим. Чуть-чуть. Что сразу видно, да? Новое лого идет на руле, Да, которое повторяет впереди на решетке. да. Тут тоже iPad встроили, да? Что еще декларируется, да? Новая система колонок. Звук, да? Sound, да. Vesels 4 iespējas izmēģināt, saprast, kas reāli patīk. Надо музыку. Не, ну, баса больше стало. Да, ладно, музыка. Ну, Volvo давно над этим работает, над этой системой. Это все хвалили, да. Добавлены USB выходы, А, Type-C. да. И здесь Они тут как подзарядка тоже нормально работают, не просто да, как должны гаджет так подключить. работать. Кстати, добавлена вот эта опция, но она уже недавно идет и с конца прошлого года, да. То есть держит уклон не только наверх, но и вниз. Это типа противооткат, да? Да. Ну, в две стороны. Ну, кнопок меньше стало, да. В нашу кабину садишься, и ты как в самолете. У тебя тут кнопочек, где телефонные все цифры тут. Ну были, наверное, какие-то пустые, которые надо чем-то заполнять, да. Здесь уже этого нету, да. Просто остались в кармашке. Тоже, когда ехал сюда, кстати, вот снимать этот ролик, размышлял вообще, что у меня это Volvo вызывает. И я понял такую штуку, что, ну, во-первых, у Volvo же сразу две презентации. Это на американском рынке, она произошла там чуть раньше, в конце прошлого года, да. И та машина у меня как-то, ну, по презентациям, там, по обзорчикам каким-то, которые я смотрел, она у меня прям там какие-то эмоции вызывает. А вот это Volvo не вызывает. Короче, мне интересна новая Volvo, которая американская. Поэтому, дорогие коллеги, сочувствующие заокеанские зрители моего канала, если вдруг вы владелец какой-нибудь транспортной компании с новыми Вольвами, короче, приглашайте в гости. Пишите, я, короче, приеду. Это мне намного интереснее. По езде, что по езде? Потому что по кабине, в принципе, да, вот так садишься, такой прям что-то сверхъестественного нет. Как бы вот, ну, по сравнению, даже с моей, если сравнивать, да. Здесь панель уже цифровая, получается, у меня-то она аналоговая еще, со стрелками, со всеми. Опять же, есть обогрев, включить, выключить, это солнце, ночь, увеличить.
Видите как? Зум Это есть, еще от солнца. Если светит солнце, тоже помогает. А, Бывает два так, что у вас режима, типа, сзади да? светит солнце, и вы ничего не видите никак. Это что получается за кнопка? Там еще помогает ночью, да, делать, но, к сожалению, у нас сейчас не темное время. А это что регулирует? Наклон камеры? Выше, ниже, не? А там тоже угол должен быть, да, попробуем. Стояночный кондиционер есть, да? Это опять же опция, да, мы можем увидеть. Если он есть, то можно тоже включить. Ну, вроде есть. А он включен так был, я его сейчас отключил. Так, 3000 пробега. А заметьте, да, дверь как бы открыта, да, но все равно ты видишь, что происходит сзади. За счет того, что нету зеркал, у тебя увеличился обзор. Это опять же дело, я думаю, привычки. Как с это автоматом дело. вы привыкаете ездить, также привыкаете без зеркал ездить, и будет удобно. Volvo Connect тоже изменена. Это включил камеру, чтобы посмотреть назад. Ну, камеру, да, нажал. Или надо заднюю передачу включить. Вот, пожалуйста, сзади обзор. Интересно, зимой включить эту камеру во время езды. Вот человек сзади, смотрите, ходит, видно, Ну, да. чтобы не наехать. Получается, мертвая тоже слепая зона, ты не видишь его, а теперь Интересно, ты видишь. камера это ширик получается. Интересно, как с прицепом она. Пробивает ли она до хвоста прицепа? Да. Мы можем попробовать на тех машинах, где есть полуприцепы, и проверить. А, кстати, да, интересно такой момент. Ну, если по кабине, по салону внутри нету такой большой разницы, а в чем именно в езде почувствуется разница? Вы знаете, как наш водитель работы состоит из многих мелочей, да, вот это все, что собрали в эту кабину, да, обзор, те камеры. А двигатель менялся, не менялся? Двигатель не менялся, все дается, все то же самое. Опять же, они работали на улучшение программирования. Ну вот. Попробуем завести. Ага, Потому вот. что задняя передача стояла, да, не давала. Да. А, передача стояла, поэтому Не не даёт. включался. Ну-ка еще Да. раз попробуем, где она здесь была камера. Вот. Ага. А сейчас она не будет. А, это другая камера. Это, да, это получается. Тут можно выбрать камеру. Это камера, это камера. Это пассажирская камера. Да. Много вопросов к качеству. На ролике мы специально где-то какие-то моменты не снимали. Правильно ведь? Качество сборки я имею в виду. Но там прям есть серьезные вопросы к сборке. Ну, какие-то там нюансы. И причем это были демо-машины, которые типа должны быть максимально такими, понимаешь? А оказалось, что даже демо-машины приехали с косяками. Там где-то что-то не нажимается, где-то что-то не открывается, где-то докуда-то что-то не достаешь. И это я говорю все при том, что в моем сердце по-прежнему любовь к Вольве теплится. Чем она отличается вообще от предыдущей? Предыдущий. Именно визуально. Слушай, визуально ощущение такое, да. Во-первых, сбоку это просто обычная кабина. Ну, когда ты сбоку смотришь. Перед, ну, чуть-чуть как бы низок там отступает. Ощущение такое, что это вот на стандартную кабину, просто снизу дополнительную какую-то решетку одели. Но при этом я не скажу, что она мне не понравилась. Кабина типа прикольная. Наверное, те, кто смотрит ролик, у них типа два вопроса возникают у двух категорий людей. Типа у одних, которые собираются покупать, я так скажу, типа зачем такую, да, кабину покупать? Ну, как бы вот у меня вопрос возник, зачем? Она стоит дороже, а по факту ты имеешь ту же абсолютно кабину внутри, абсолютно тот же самый, все то же самое, просто низ морды немножко отличается. Слушай, да, ну заявлено там, что расход будет меньше, но это все тоже такое относительное, ну и не гарантированное. Абсолютно не гарантированная штука. Ну, то есть у меня, ты выходишь покупать, у меня так, зачем? Типа, если ты знаешь, зачем такую Volvo покупать, или там вы знаете, можете написать в комментарии, зачем ее покупать. Если вы водитель, который будет на этой машине ездить, то, в принципе, ну, у тебя ничего не изменится, если ты привык на Volvo работать и работаешь на Volvo, которые там поновее, чем те, которые мы используем, то у тебя, в принципе, там ничего нового не будет, и все. Планшеты вместо зеркал, ну, как бы вся. И все равно их же будут кто-то покупать. Скорее всего, какие-то большие компании будут покупать. Может быть, и мы когда-нибудь, когда будем тоже большими. Но, знаешь, это так вот ассоциация вот с этой машиной. Это машина для водителя на блатной педали в какой-то большой компании.
там, типа, грубо говоря, избранным каким-то водителям, которые какие-то медальки себе заработали, вот такую кабину, возможно, кто-то как бы так и купит. Но это сейчас. Ну а так, да, надо привыкать, что машин старых все меньше и меньше и меньше, и скоро эта Volvo станет, скажем так, обычным явлением. Ну, прикинь, сделали модель такую, вот она новая, супер классная. Ну и хотите, не хотите, но вам ее покупать придется. Типа, пока вы еще и можете ее себе не покупать, возможно, эта кабина подготавливается под что-то, о чем они еще просто не анонсируют. В этом кузове, понимаешь, возможно, будет новый двигатель. Хотя он как бы вроде есть уже, D17. Вот D17, вот это уже, там уже коробка другая какая-то, понимаешь? Более там легких материалов, типа, и более там обдуманная, продуманная. Вот эта уже штука будет интересней. Но когда она будет и будет ли она вот так вот типа доступна, ну вот это уже такой другой вопрос. В общем, я жду вот этого двигателя, возможности его протестировать. Это опять же здесь предлагается такая отделка, да, плюш, да. Ну, в основном наши клиенты берут текстиль, все-таки темную отделку, да. Светлая пачкается, либо надо чехлы. В Глобике тоже предлагается, всегда шло вот эти шкафчики. XL будет повыше на 14 сантиметров, значит и шкафчик будет на те же сантиметры больше. Вот эти шторочки раньше на старую модель не шли, сейчас это тоже как опция. Обязательно идут вот эти вокруг. Так, а если микроволновочка, она ставится вот сюда. А также есть опция, если кабина XL, можно микроволновочку сюда поставить. Также есть интересная опция, у меня клиент один заказал, когда есть один холодильник здесь, если кабина XL, также второй холодильник можно заказать сюда. А, серьезно, да? Да, два холодильника. Но он другой уже, не такой идет. Он немножко другой, он поменьше. Он будет жужжать над головой? Не проверял, вот спрошу клиента. Здесь на кнопке, да, уже? Да, она электрическая. Это где, вот эта, которая кнопка? Вот эта, да? Ясно. О, Можно ехать такое, да? Но опять же, когда механическая, тоже практично, Так, это легко выдвигается. это подсветка, да? Дополнительная. Так, ну что вы скажете по Зеркалам? или? зеркалам, да? Я, Как вы видите? я, Как вы вижу, чувствуете? я вижу, да, что надо проехать до Испании на ней. Ну да, согласен. Это нужно практиковать. Ну тут, честно скажу, я к камерам вместо зеркал скептично настроен. Ну, я, в принципе, только в режиме тестовом, в тестовом каком-то катался без зеркал. Не могу сказать, что мне понравилось, поэтому сейчас вот здесь к этому я тоже так отношусь, с легкой ноткой скептицизма. Но попробовать, как бы, наверное, надо, так, чтобы понять, как в рейсе. Мое мнение, как я уже говорил, это как отношение к автомату. Со временем мы будем больше и больше предлагать, клиенту познакомиться, водителям понравится. И Ну, тогда да, это да, уже такое. как сарафанное радио. Просто будет интересно, пользоваться. сколько отсутствие зеркал экономии дает. Это улучшает конкретно аэродинамику. Мы видим по вектор-числу, оно сильно снижается, когда вместо Вот тут идет процента зеркал, нету? камеры. Процента нету такого, пока не выведен. Ну там хорошее число, да. Там можно довольно-таки класс улучшить. А с зеркалами комплектация, она дороже идет. Зеркала это доп. Комплектация, да, идет уже? Нет. Это наоборот за камеры нужно доплачивать. Это За опция. камеры Да. А, Зеркала еще пока разница не какая? надо доплачивать. ну, Боюсь. плюс. Это у кого-то же есть, что за зеркала ты доплачиваешь, да? Да. У них получается по умолчанию. Это потом идет, да. Это, скажем, был период, когда за автомат, вот за iShift шла доплата. Поскольку вся Европа, все перешли на iShift, то уже за механику доплачивали. И потом уже совсем сняли с производства. То есть все зависит от заказов, спроса, да, и тогда будет понятно. Возможно, кстати, да, если бы я прокатился на этой аэро, а так как этой возможности не было, единственное, что можно было сделать, это просто завести и послушать, как... Ну, внутри потише, да, но мы там сказали, что она потише. Не, ну сильно тише. Сильно тише машина. Volvo сама по себе достаточно тихая, там по сравнению с другими, но это такая прям, ну... Возможно, она управляется как-то, понимаешь, интересно. Может, я хулиганить могу на националках на ней, понимаешь, так нормально.
при хорошей резине, а вот так как на своей не могу сейчас. Возможно, да. Поэтому такая вот была у нас презентация, на которой мы были. Это ни в коем случае не обзор. И фактов, в принципе, как-то мало. Ну нет, морда футуристично смотрится, как бы это есть. Но бока же, типа, те же остались, сбоку она же такой же осталась. Когда вот разрыв между Евро 5 и Евро 6 просто, ну, колоссальный был, понимаешь? Он типа и сбоку, и спереди, и сверху, и снизу, вообще там просто разрыв был. Механику на такие дальнобои не купить, только идут на вот маленькие есть фургоны. Слушай, ты смотри, там как прикольно белым надпись Volvo и значок белый. Это прикольно. Электрическое так и выглядит. Паша, расскажи, что ты думаешь про электрический грузовик? Про электрический грузовик, ну, прокатиться бы попробовал бы, да, как-нибудь. Так хотя бы, чтобы понять, что это такое. Просто интересно, да, как он с грузом идет, как он на подъемы выходит. У него электрического сейчас рейндж? Сколько он может проехать? Там было так, да, когда мы давали именно вот тягач, какое-то время мы давали клиентам, и с грузом там получалось 200-250 километров. Это получается, да, в пределах Риги и районе. Но опять же, существует быстрая зарядка. А если в Латвии есть светлана? Ну, конечно, есть сейчас уже заправки, да, ставят. У нас один клиент вот ехал мимо Адажа, заехал, подзарядился и дальше поехал. Тут уже кармашек такой тоже, да? А это было у нас раньше здесь монитор, да? Ну да, Кармашек у остался. нас там. Да. У нас там стал монитор. Ну, все боятся, что это слабо держится, но на самом деле держится очень сильно. А были уже оторванные случаи? В Не курсе? видел, не слышал. Вот бывали случаи, это ломают, наверное, ногами залезают. Но опять же, видите, они вот это тоже сделали изменения. Помните, как старая ручка была? Ну да. Здесь уже обшита кожей. Она уже так не торчит сильно, да, то есть она сделала прямо, что не Уже- надо специально уже паркинг. модная. Нету паркинга специально, как раньше было. То есть уже на нейтралке стоит, она уже ровно. Можно Ага, ногу то уже есть без и- паркинга, да? Да. Раньше было паркинг, Ну ты да. вниз, чтобы не мешало. Сейчас уже этого нету. Просто на N ставишь, и ты уже можешь ходить спокойно. Хотя бы надо завестись, хоть изнутри послушать. Тихо, да. Да, кстати, забыл добавить, тоже есть улучшение звукоизоляции тоже. Тише. Да, тихо. Я бы сказал, что как легковая даже какая-то такая. То, что у вас 19 года, там старая кабина, да? Уже когда новая кабина в 21 году пошла, и сейчас еще вот аэрокабина, они еще больше улучшили. Ну, хотя Volvo сама по себе тоже тихая машина, даже тех годов. Но двигатель также работает. Он то же самое. Ну да. Заведенный двигатель с утра, это, знаешь, такая штука, как сказать, да, который привык просто после девяток каких-то где-то на паркингах. Это своя какая-то фишка есть, типа чувствуешь родным тачку или не чувствуешь. Есть возможность менять картинку здесь? Да, она меняется тут, по-моему, кнопкой. Так, мы сначала выйдем предупреждение, что с топлива, окей. насчет паркинга выйдем. И Окей. теперь вот, по-моему, вот, если есть навигация, то 4, если навигации нет, то 3. 3 варианта, да, Да. дисплея основного. И меняются и боковые и так далее, да? Ну, не было этого разрыва. По поводу фактов, возможно, типа мало фактов, но факты, там, технические характеристики в цифрах, это, ну, доступны в Google сейчас абсолютно. Ну, возможно, здесь сейчас какая-то табличка появится, а если она не появится, значит, я не знаю, как это сделать, и она будет в описании просто добавлена. А если и появится, и в описании добавлено, то вот, значит, я какой молодец, постарался для вас. Так что так, ну что, ну, всем спасибо. Ну да, и коллеги заокеанские. Не, серьезно так. То есть, будет вдруг у кого-то желание, давайте, короче, пишите, будем договариваться. Мне новая Volvo в Америке капец как интересно. Ну, прям капец интересно. А я знаю, что за океаном смотрят, потому что пишут письма. Это человек с Грув-стрит. Я к Америке готовлюсь. Да, это Андрюха. С Грув-стрит, он из Сан-Андреас приехал в гости ко мне. Ну, к Америке уже готовлюсь. Новый Volvo. Поедешь в Volvo в Америку? Андрю, не, серьезно. Если пригласят, поедешь, типа, видос замутить в Штаты и на новом грузовике покататься? Все. Давай.